Зеленский назвал место встречи с Путиным, где она пройдет и, главное, когда. Москва сделала официальное заявление. Вся морская логистика парализована, топливо заканчивается, правительство идет на рискованный шаг. Что произошло? Международный онлайн-скандал. Президент поставил рекорд и внезапно отказался от своих слов. Трамп предлагает снять все запреты Байдена. Какое решение принял глава Белого дома, чтобы выделиться на фоне предшественников? Тюремные сроки за выезд за границу, путевка в Европу может стать приговором. Эти и другие самые главные события утра пятницы 22 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Съездить в Крым может оказаться не на чем. На оккупированном полуострове силы спецоперации ВСУ устроили россиянам огненный сюрприз. Накрыли поезд с горюче-смазочными материалами у станции Джанкой. Вагоны шли прямо на обеспечение южной группировки войск РФ. Теперь же у оккупантов серьезные проблемы с логистикой и с топливом. ССО подтвердили, операция прошла в ночь на 21 августа. Состав был поражен, и поставки топлива врагу оказались подорванными. В результате Южный фронт российских войск остался без привычной подпитки, а переброска ресурсов затруднена. Астраханский порт Оля – главный каспийский хаб поставок оружия и боеприпасов из Ирана. Уже неделю мертв. Украинские дроны утопили сухогруз порт Оля-4, разбили морскую таможню и парализовали всю инфраструктуру. По данным ВСУ, на борту находились комплектующие для шахедов и иранские боеприпасы. Россия в панике пыталась поднять судно кранами и буксирами, но сам удар разрушил ключевой маршрут снабжения армии РФ. Тем временем ударная волна пошла дальше, в топливный кризис. После серийных атак украинских беспилотников на нефтепереработку встали Сызранский, Новокуйбышевский, Саратовский и Волгоградский НПЗ. Наполовину остановился Рязанский. По оценкам Financial Times, поражено не менее 10% мощностей. Кремль вынужден был даже заморозить экспорт бензина, чтобы хоть как-то залатать внутренний рынок. Аналитики говорят, что системного коллапса пока нет, крупногабаритная техника и армия держатся на дизеле, дефицита которого нет. Но бензиновая паника уже толкает Москву к импорту из Беларуси. Та вырабатывает нефтепродукты из той же российской нефти. В прошлом году атаки беспилотников были по заводам точечно. Теперь ВСУ перешли к кампании, которая бьет сразу по ключевым регионам потребления. Итог: Россия теряет порты, нефть и контроль над собственным рынком. Это еще не системный обвал, но запах кризиса в воздухе уже стоит густой. Шквал заявлений из Вашингтона. Дональд Трамп одновременно играет в выжидательную позицию и разносит в пух и прах своего предшественника Джо Байдена за связанные руки Украины. Но параллельно Трамп устроил настоящую атаку на экс-президента в Truth Social. Это почти невозможно. Выиграть войну, не атакуя страну-агрессора. Это как если бы великолепная спортивная команда имела блестящую защиту, но ей не позволили бы играть в нападении. Победа в этом случае невозможна. То же самое и с Украиной и Россией. Продажный и вопиющий некомпетентный Джо Байден не позволил Украине наносить удары, только защищаться. И каков результат? Впрочем, этой войны никогда бы не случилось, если бы я был президентом. 0 шансов. Впереди интересные времена. Что за интересные времена, президент США не уточнил. После встреч с Путиным и Зеленским американский президент решил временно отойти от мирных переговоров, дать возможность Киеву и Москве самим провести двустороннюю встречу. «Я просто хочу посмотреть, что будет. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим», — сказал он в интервью на радио WABC. Москва снова включила привычный сценарий затягивания войны. После саммита на Аляске и слов Трампа о подготовке переговоров Зеленского и Путина, Кремль резко сдал назад. Сначала Путин вроде бы согласился, даже предложил провести встречу у себя в Москве, но после отказа Зеленского Вашингтон, Париж, европейские лидеры называли разные варианты: Будапешт, Рим, Арабские Эмираты, Женеву, и, казалось бы, прорыв уже был близок.
Я предложил, если они ищут место для диалога, который принесет мир и положит конец войне, они могут приехать в Венгрию в любое время. Сообщите нам за 1 час, и мы готовы гарантировать справедливые, достойные, безопасные и равные условия для всех в Венгрии. Но, к примеру, Лавров уже сказал прямо: никакой личной встречи Путина и Зеленского не будет, пока все вопросы не будут проработаны экспертами и не решат, кто вообще легитимен подписывать соглашение от Украины. Это была цитата. Москва снова играет в нелегитимность Зеленского, спуская процесс на тормозах. Спросили о том, может ли вообще найтись место для такой встречи у заместителя директора Украинского национального института стратегических исследований Вячеслава Потапенко. Начнем с того, что вот это вот участие европейских лидеров в этих переговорах, визит в овальный кабинет, задействование президента США, России, Украины и так далее для переговоров говорит о том, что этот процесс, он просто так уже не закончится. То есть он как-то будет двигаться и к чему-то будет со временем приходить. Что касается возможных каких-то дальнейших движений до начала сентября, я считаю, что это крайне маловероятно, потому что была заявка российской стороны о необходимости, так сказать, включения Китая в предоставлении гарантии безопасности, и я так понимаю, что Китай будет, по крайней мере, будет сделана попытка втянуть Китай условно на стороне России в эти переговоры. Тем временем Z-каналы выдают привычный нарратив. Это Киев сорвал переговоры. Мы добьемся своего и военным путем. Запад им, конечно же, мешает. Их цитаты звучат как копия старых методичек. Президент Венгрии умудрился поставить антирекорд по скорости редактуры совести. Сначала в его Facebook-посте все было четко. Соболезнования жертвам российского ракетного обстрела Мукачева. Но прошло меньше часа, и слово «российского» куда-то испарилось. Остался просто ракетный обстрел, как будто ракеты сами по себе с неба падают. Я верю, что враждующие стороны смогут это увидеть и благодаря международным дипломатическим усилиям вскоре положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию. Дональд Трамп снова рвет медиапространство на части. В прямом эфире радиошоу Марка Левина президент США назвал себя военным героем. Все из-за одобренных им в июне авиаударов по иранским ядерным объектам. Контекст делает его слова особенно взрывоопасными. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже почти год живет под ордером Международного уголовного суда за военное преступление в Газе. Во всяком случае, суд его обвиняет в этом. За время израильской операции там погибли более 60 тысяч палестинцев. Он герой войны. Думаю, и я тоже. Это я отправил эти самолеты. Сам же Трамп никогда не воевал. Во Вьетнам он не пошел, получив 5 отсрочек от призыва, включая медицинское освобождение за шпоры в пятках в 22 года. Напомним, в 2015-м Трамп заявлял, что сенатор Джон Маккейн, 5,5 лет проведший в плену у вьетнамцев, не герой войны, потому что, цитирую, «я люблю тех, кого не брали в плен», конец цитаты Трампа. А в 2020-м журнал The Atlantic сообщил, что Трамп называл погибших американских солдат лузерами и неудачниками. И вот теперь он сам себя возвел в ранг героев войны. В Украине готовят серьезные перемены для тех, кто пытается схитрить на границе. Кабмин внес в Раду законопроект, который может превратить административку в уголовку. Правительство предлагает передать все дела о незаконном пересечении границы в руки пограничников и ужесточить уголовный кодекс. В частности, незаконная переправка людей через границу во время военного положения станет отягчающим обстоятельством. Появится уголовная ответственность за выезд за пределы страны вне пунктов пропуска. За умышленное повреждение или уничтожение погранобъектов тоже грозит срок. А самое резонансное – военнообязанных хотят карать за нарушение установленного срока пребывания за границей. Фактически речь идет о том, чтобы криминализировать не только побег по черному, но и слишком долгие зарубежные поездки мужчин призывного возраста. Тем временем на западной границе Украины продолжают ловить новых уклонистов. Недавно в Закарпатье священнослужителя задержали при попытке переправить мужчину за деньги через границу. Тот спрятал призывника у себя в машине, накрыв его рясами.
Масштабная рэп-чистка прошла в России. Дерзкие рэперы резко начали менять в своих текстах все слова о наркотиках, чтобы не попасть под действие нового закона. Сентябрьский закон о запрете пропаганды наркотиков подрезал не только свободу слова, но и треки. Теперь стриминги убирают старые версии песен или требуют новые, очищенные. В текстах начали появляться такие шедевры, как «Килограмм шавухи», «Кто бурил, спроси», что-то просто заменили бессмысленным скретчем, а строчку про полицию, к примеру, превратили в «Если не работаешь певицей». Рэперы учатся навыкам самоцензуры, чтобы не сесть вместе со своими треками. Раньше на них просто доносили Мизулиной в Z-телеграм-каналах, ну а теперь ставки выше, реальные сроки. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.